Екатерина припарковалась у обочины, вышла из машины и пешком направилась к мосту. 5 лет назад на этом месте произошла серьезная авария, в которой погиб ее муж Олег. Собственно говоря, в аварии был виноват он сам. Машина Олега вылетела навстречу, столкнулась с чужим автомобилем, и тот, несколько раз перевернувшись, упал с обрыва. Все это время Катя не могла забыть этот страшный день. Они с Олегом возвращались из больницы, не разговаривая друг с другом. Они вообще ссорились всю последнюю неделю, с тех пор, как Олег узнал, что у Кати будет ребенок. Ей удавалось скрывать это от него 4 месяца. Он не хотел иметь детей, говорил, что еще очень рано, что у них еще нет своего дома и средств для воспитания малыша. А Катя больше всего мечтала о сыне или дочке. Олег неделями бывал в командировках, и Катя не составила особого труда скрыть от него правду. И все-таки однажды вечером он обо всем узнал и устроил скандал. «Но мы же с тобой говорили об этом. Мы с тобой поговорили и решили все. Нет, это ты решила, а не я!» — выкрикнула Катя в лицо мужу. «Ты вообще все всегда решаешь за меня, а я должна беспрекословно тебе подчиняться? В этом твое семейное счастье, да? Так вот, что я тебе скажу. Для меня оно в другом. Мое счастье в детях, и я обязательно рожу этого малыша. Если мы с ним тебе не нужны, я уйду от тебя. Прямо сейчас!» «Замолчи. Замолчи сейчас же!» Но Катя услышала его крик словно издалека. Она стала оседать на пол, хватаясь руками за живот. Олег испугался, бросился к телефону и вызвал скорую помощь. Целую неделю Катя провела в больнице, и муж навещал ее, не поднимая больше больной темы. Она тоже молчала. И только когда Олег после выписки вез ее на машине домой, робко спросила: «Ты простил мне, что я скрывала от тебя эту новость?» «Катя», — ответил Олег, не глядя на нее, — «ребенок еще не родился, а у нас уже проблемы совсем. С твоим здоровьем, с твоим настроением и с нашими отношениями. Он принесет нам сплошные проблемы. Теперь ты не сможешь уделять мне внимания, сколько нужно. Будешь вечно уставшая и издерганная мамаша, а он, орущий, не дающий спать по ночам, будет выматывать нас обоих. А детские болезни?» «Это не он, она», — тихо сказала Катя. «Что? Девочка? Это еще и девочка?» Олег со стервенением взглянул на жену, собрался что-то ей выкрикнуть в лицо, но в это время машина попала в дорожную яму, выбив руль из рук Олега. В следующую секунду ее, развернув несколько раз, выбросило навстречку, а потом раздался страшный удар, и Катя потеряла сознание. Она не слышала ни чужих криков, ни гула машин, ни сирены полицейских и скорых. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу. Сделали несколько операций, а потом перевели в реанимацию, где она спустя несколько суток пришла в себя. Рядом со своей несчастной дочерью сидела пожилая мать и обрадованно гладила ее по руке. «Доченька, родная моя, ты вернулась! Какое счастье! Теперь все будет хорошо. Надо жить, слышишь? Надо жить!» «Мама!» — слабым голосом произнесла Катерина. «Олег?» — мать опустила глаза, но потом снова посмотрела на дочь. «Олега мы похоронили. Уже 5 дней прошло. Ты все время была в коме». Глаза Кати наполнились ужасом, но спросила она не о муже, а моя дочь. Она выжила? «Катюша, миленькая, у тебя будут еще дети. Обязательно будут!» — павшим голосом проговорила Алла Владимировна. Врачи сделали все, что могли, но спасти им удалось только тебя. «Катенька, доченька, как только ты встанешь на ноги, давай уедем с тобой к нам. Возвращайся домой. Ну зачем тебе этот город? Поедем, прошу тебя. Я куплю билеты на самолет. Несколько часов, и мы будем дома. Папа встретит нас». «Нет, мам, я не могу. Не хочу». «Катя, там ты быстро забудешь обо всем, что произошло. Надо жить, понимаешь? Надо смириться и жить. Моя девочка,
Плакала Катерина, а мать сидела рядом и скорбно сжимала ее руку. А вот прошло уже 5 лет. Катя часто приезжала на место аварии, подолгу стояла на мосту, но думая не о муже, а о дочери, которую так и не смогла подержать на руках и прижать к своему сердцу. Олега она так и не простила, не смогла отпустить горькую обиду на него и проклинала себя за свою слабость, не позволившую ей уйти от него в тот же день, как он сказал, что ему не нужны дети. Снова и снова, вступая в диалог со своей памятью, Катя подъехала к месту аварии и, оставив машину у обочины, направилась к мосту. Обычно там никого не было, но в этот раз Катя издалека увидела фигуру мужчины, который стоял там, глядя вниз. Женщина немного помедлила, но потом все-таки решилась подойти, надеялась, что он сразу уйдет. Вдруг она поняла, для чего он сюда пришел. Вытянув руку вперед, Катя бросилась к нему, умоляя не делать глупости. Мужчина почти перевалился через перила, но, услышав ее крик, отшатнулся назад, посмотрел на нее пустым, отрешенным взглядом. «Ну что же вы? Зачем?» — напустилась на него Катя. «Так же нельзя! Несмотря ни на что, нужно жить!» «А если я смысл потерял? Надежду? Ориентиры?» — спросил незнакомец. «Если я больше не могу выносить тоску, если все счастье осталось в прошлом, этого не может быть!» — горячо ответила Катерина. «Как вас зовут?» «Егор». «Егор, вы очень молоды. Уверена, вам нет и 35. Как же вы можете говорить о жизни с таким отчаянием? 5 лет назад на этом мосту погибла моя семья. Жена Алёнушка и сынок Артёмка. Ему было всего 4 года». Лицо Егора исказилось от боли. «И в этом виноват я. Понимаете? Я...» На какую-то секунду я отвел глаза от дороги, чтобы переключить радио, и не сумел избежать столкновения с машиной, которая вылетела мне навстречу. Жена погибла на месте, сынок по дороге в больницу. А я почти не пострадал. За что мне это? Почему вышло именно так? Почему я не погиб вместе с ними? Если бы я не отвлекся, я смог бы спасти их. Как же мне жить теперь с этим? Как жить? Надо просто жить, вздохнула Катя. Ваша жизнь кому-то нужна. И ваши близкие не поняли бы вас, если бы вы тут, вот сейчас. Вы же мужчина, должны быть стойким. Я тоже знаю, что такое горе, боль и смерть тех, кого любишь. Но я нашла в себе силы. Мой муж тоже погиб в аварии. И врачи меня вернули с того света. С какой-то горячностью говорила Катя и вдруг осеклась на полуслове. Егор сказал, что 5 лет назад ему не удалось избежать столкновения с машиной, которая вылетела навстречу. С ее машиной. Значит, Олег унес с собой жизнь не только ее неродившейся дочери, но и семьи этого человека. И она тоже виновата в этом. Она виновата в том, что погибла женщина и ребенок. Она, не Егор. Эта мысль пронзила Катю раскаленной стрелой, и она упала в обморок на руки подхватившего ее Егора. Когда Катя пришла в себя, она не поняла сразу, где находится. Она лежала на диванчике в каком-то деревенском домике, скромном, но вполне уютном. Где-то рядом раздавались шаги, и тихонько позвякивала посуда. Вдруг рядом раздался уже знакомый мужской голос, и рядом с ней присел Егор, протягивая ей чашку с каким-то ароматным напитком. Катя мгновенно все вспомнила и побледнела. А Егор вдруг внимательно посмотрел на нее и проговорил: «Ну, как вы себя чувствуете? Вы меня так напугали. Что с вами случилось?» «Ничего, спасибо. Я просто очень сильно разволновалась, вот и все. Странно. Но я как будто бы видел вас где-то. Ваше лицо мне знакомо. Только я не пойму, почему? Мы ведь раньше нигде не встречались». Катя покачала головой. «Нет», и приняла чашечку из его рук. «Что это?» Она вдохнула тонкий ягодный аромат.
С наслаждением сделала глоток. Потом выпила весь чай. Это чай с листьями смородины и земляники. Я сам делаю такие сборы. Этому меня научил мой дед. Егор, это ваш дом? Но как мы тут оказались? Простите, я воспользовался вашей машиной. Моя деревенька всего в 3 километрах от моста. Мы с семьей тогда возвращались домой с моря. Без проблем проехали 2000 километров, а рядом с домом... Егор снова вздохнул и промолчал. И вдруг слабо улыбнулся. «Я ведь так и не знаю, как вас зовут». «Катя», — с некоторой запинкой проговорила она, с изумлением глядя в его лицо, которое даже от этой легкой улыбки преобразилось до неузнаваемости. Исчезла его суровость, глаза засветились каким-то странным светом. Впервые за долгое время Катя была счастлива. Егор оказался умным, заботливым мужчиной, добрым и веселым. Катя почувствовала себя настоящей, боялась верить в то, что происходит с ней. Олег никогда не был таким. Он всегда требовал, чтобы она слушалась его. А вот Егору было важно знать, что хочет она. Он старался, чтобы Кате было хорошо во всем. Он часто приезжал к ней в город, и они гуляли по ближайшему парку. Иногда ужинали в уютном ресторанчике. Выходные могли проводить за городом. И спустя несколько месяцев после знакомства Егор сделал Кате предложение. «Мама!» — смеялась и плакала в трубку Катя, рассказывая о вернувшемся к ней счастье. «Ты не представляешь, какой он хороший. Я так люблю Егора, так люблю и скоро стану его женой. Мы обязательно приедем к вам в гости, и ты увидишь, что я не ошибаюсь. Доченька, родная моя, как я рада за тебя, солнышко мое родное!» — шептала Алла Владимировна, вытирая слезы радости. «Будь счастлива, девочка моя, будь счастлива!» Уже через несколько дней Алла Владимировна, не выдержав, купила билет, торопясь к дочери. Ей очень хотелось увидеть Егора, познакомиться с ним, рассказать, какая Катя замечательная, попросить не обижать ее и беречь. Когда Алла Владимировна приехала, Кати дома не было. Дверь открыл ей Егор и приятно улыбнулся. «Здравствуйте. Катюша предупреждала о вашем приезде. Я хотел встретить вас в аэропорту, но она сказала, что вы не сообщили рейс». «Да, Егорушка, спасибо тебе. Но я и в самом деле билет взяла в самый последний момент». «Ну хорошо, проходите, располагайтесь. Я сейчас поставлю чайник». За чашкой чая Егор и Анна Владимировна разговорились. Он немного рассказал о себе. Потом стал расспрашивать о Кате. Ой, она всегда была такой спокойной девочкой. Любила заниматься музыкой, хорошо пела. Да, а она мне ничего не говорила об этом. Я как-то пригласил ее в караоке-бар, но она отказалась. Удивился Егор. Это все ее первый муж, Олег. Вздохнула Алла Владимировна. Он приехал к нам в городок, в командировку, и там познакомился с ней. Олег был старше ее на 11 лет. Она совсем еще девчонка, увлеклась им, просто потеряла голову. Нам с мужем он не понравился. Слишком был заносчивый, самоуверенный, но Катя не видела ничего. Он сделал ей предложение, через месяц женился и увез с собой. Конечно, об ушедших нельзя говорить плохо, но Олег искал себе не жену, а домработницу. У него до Кати была какая-то история, кажется, супруга сбежала и отсудила у него все имущество, оставив его ни с чем. Ну разве в этом виновата была Катя? Конечно, она никогда нам не жаловалась, все терпела, молчала, но я чувствовала, что ей живется плохо. Когда Катя после аварии лежала в больнице, я была с ней рядом и видела, как она страдает. Сначала я решила, что она переживает из-за гибели Олега, но оказалось другое. Он не справился с управлением на том мосту и столкнулся с другой машиной. Катя потеряла тогда ребенка. 5 лет прошло, а она все никак не может забыть об этом. 5 лет? Переспросил смущенный Егор. А на каком мосту это было? Я точно не знаю. Кажется, неподалеку от какой-то деревушки. А в той аварии погибли люди? Ну, кроме вашего зятя. Ой, на глазах женщины навернулись слезы. Это такая трагедия. Невиновные люди. И во всем Олег виноват.
Он устроил скандал за рулем, отвлекся. Погибли мальчик и его мама. А мужчина, кажется, выжил. Да, выжил, эхом отозвался Егор. И вспомнил тот страшный день, когда он, одеревенев от случившегося, сжимал в руках безвольно поникшую руку сына. В какой-то момент, случайно взглянув в сторону, он увидел чужую женщину, лежавшую на асфальте. Она была без сознания. Бледное лицо несчастное врезалось в его память и осталось где-то в ее глубине. Но безграничное горе утопило все воспоминания. А лишь теперь, после слов Аллы Владимировны, они начали возвращаться к Егору. И первое, что он вспомнил, было лицо женщины, лежавшей на асфальте. «Что это с тобой, Егор?» — спросила Алла Владимировна, заметив, как он побледнел. «Это я. Я тот мужчина, который выжил, а моя семья погибла. О, Господи!» — простонала Алла Владимировна, прижав руку к губам. И в это время на пороге появилась улыбающаяся Катя. Увидев мать, она обрадованно обняла ее. Потом шагнула к Егору, чтобы поцеловать. Но он отстранил ей рукой. «Это была ты и твой Олег. Это вы убили Алену и Артемку, вы. И ты знала об этом. Знала и ничего мне не сказала. Как ты могла? Ведь я поверил тебе. А получается, предал их память». «Нет-нет, Егор», — взмолилась Катерина, — «все не так, не так». «А как? Зачем приезжала на этот мост?» «Я просто хотела...» Катя расплакалась. «Егор, я не могла тебе сказать. Хотела, но не могла, Егор. Ты обманывала меня все это время. Притворялась. Зачем тебе это нужно было?» «Потому что я люблю тебя». Егор скинул на Катю глаза, посмотрел на нее долгим взглядом, потом вышел из кухни и быстро собрал свои вещи. Через минуту хлопнула входная дверь. Егор ушел от Кати навсегда. Не смог простить ее молчание. «О, мама, мама!» — расплакалась Катя на груди, ошеломленной всем случившимся матери. «Но почему мне в жизни так не везет? Почему я такая несчастная, мам? Ну что со мной не так? Я ведь люблю Егора, по-настоящему люблю и хочу с ним быть. Только поэтому я боялась сказать ему правду. Я прошу тебя, доченька, давай уедем отсюда. Я не хочу больше тебя здесь оставлять». Катерина посмотрела на мать и кивнула. У нее больше не было сил сопротивляться. Вдруг она почувствовала сильную слабость. Резко закружилась голова и потемнело в глазах. Катя оперлась на руку матери, а потом опустилась на стул. Такой приступ повторялся уже не первый раз. «Наверное, меня не будет скоро», — подумала она. «Вот и хорошо. Я все равно не хочу больше жить». Наступила поздняя осень. Холодные струи дождя хлестали в окна. Но в квартире Аллы Владимировны была такая гнетущая тишина, что кроме стука в окна ничего не нарушало ее покоя. И вдруг раздался громкий, но просто оглушительный звонок в дверь. Пожилая хозяйка квартиры устало поднялась с дивана, вышла в прихожую. Мельком взглянула в зеркало, поправила черную повязку на голове и открыла дверь. На пороге стоял Егор. Увидев, в каком состоянии женщина, он ахнул и поменялся в лице. «Катя? Катя?» — с трудом выговорил он, показывая на повязку. «Ох, Егор», — сказала она в ответ и покачала головой. «Как же долго ты к ней шел! Ну, проходи, нам с тобой о многом нужно поговорить». Через 5 минут они сидели за кухонным столом, и Алла Владимировна рассказывала, что утром была на похоронах. Не стало старой тетушки мужа, воспитавшей ее. Он до сих пор еще там, в ее доме, а я пришла домой отдохнуть. За Катю не волнуйся, с ней все в порядке. Сейчас я переоденусь, и мы с тобой поедем к ней. А где она? Алла Владимировна, вы меня пугаете. Потерпи, все увидишь сам. Думаю, что ты будешь рад сюрпризу, который она тебе приготовила». Катя сидела в палате роддома и кормила свою малышку, когда открылась дверь, и на пороге показалась медсестра. «Ну что же вы к окну не подходите? Там вас так настойчиво вызывают. Весь двор цветами выстелили».
«Вы что-то путаете, меня некому навещать. Я не замужем», — проговорила удивленная Катя. Но все-таки подошла к окну, и слезы потоком брызнули из ее глаз. На сыром от дождя асфальте цветами было написано: «Катя, прости, я тебя люблю». И Егор, стоя на коленях, снизу вверх протягивал ей букет алых роз. Катя поднесла к стеклу девочку и увидела, как Егор этому рад. И в это время в палату вернулась медсестра и протянула Кате еще одного малыша. Катя приняла его и снова повернулась к окну. «Двое! Двое!» — кричал и смеялся Егор. «Боже мой, Катя! Катюшка моя!» На следующий день Егор и родители Кати забирали ее и малышей из роддома. «Егор, Егорушка, я так рада, что ты вернулся. Простил меня? Ты ни в чем не виновата, Катюша. Я не сразу это понял, но все-таки понял. И чуть не потерял еще одного сына и дочь, и тебя. А ты ведь спасла меня. Подарила не только детей, но и жизнь. Почему ты не сказала, что будет ребенок?» «Я и сама не знала. Уехала с мамой сюда, думая, что больна. Когда пошла к врачу, оказалось, что будет ребенок. Если бы ты знал, как я обрадовалась. Один раз даже не выдержала и позвонила тебе, но телефон был недоступен. Да, я как-то утопил его в раковине. Потом сменил номера. Господи, Катя, спасибо тебе за малышей. Я просто не верю своему счастью. Хочешь, мы назовем сына Артемкой?» — спросила Катя, счастливо прижимаясь к любимому. «Нет, пусть Артемка будет один. Теперь у меня 3 детей. Просто один из них навсегда останется в моей памяти. Будем жить там». Катя вздохнула и посмотрела в глаза Егору. «Мы ведь имеем право быть счастливыми. Конечно, дорогая, я тебя очень люблю. Время печали прошло. Настало время радости, счастья и любви». All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this.
Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago,
so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates?
Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this.
How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.